Да, вроде все на месте. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте, бритье, бритье, бритье. Сегодня будем знаменательной штукой бриться. Это ж та самая штука, которая вот первая посылка пришла от Дмитрича, я на нее как глаз положил, так вот она все свербила, не давала мне, зараза, покоя. Это не единственное. Там практически каждая штука, которая пришла от Дмитрича, но он просто цепляет. Цепляет всем, начиная от своей истории, заканчивая своим внешним видом. И в принципе-то, но это то, чем на сегодняшний день мы обделены. То есть ты не пойдешь, это не купишь в магазин, у тебя этого просто тупо нет. Если вдруг тебе этого захочется, ну единственный способ это где-то что-то как-то покупать, но самому покупать это та еще история, я бы не стал. Я бы кого-то попросил, того, кто в этом разбирается, потому что очень высока вероятность нарваться на то, что ты подумаешь, а вот нормально по дешевке я взял, а на самом деле окажется деньги потратил впустую. Поэтому еще одна причина, почему я бесконечно благодарен Дмитричу, это вот именно по этой причине, что он прислал не только старинный, но годный инструмент. Тот самый инструмент, которым он сам ежедневно брился. Что это такое, с чем это едят, вы на крупный план. Смотрите обо всем подробно и... я начинаю. Догоняйте. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Перед вами предметы сегодняшнего обзора. А начнем, конечно же, с жемчужины, самой главной красоты, которую я давно уже хотел подержать в руках. Начинаем. Господи, с чего начать-то? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что меня поразила сама коробка. Потому что, очень похоже, что она обшита кожей, хотя, конечно, кожа это не является. Это кожа-заменитель, скорее всего, что-то искусственное. Но, тем не менее, как это сделано, как это преподнесено нам с вами, это, конечно же, впечатляет. И вместо прямой рояльной струны, посмотрите, какие изящные петельки здесь представлены. Просто очень здорово. Я видел в интернете коробки такие в более лучшем состоянии, там они смотрятся еще более бомбезно. И здесь вместо чего-то там вот такая кнопочка. Тырц, нажимаете, и у вас все это открывает, потому что кнопочкой вы пододвигаете язычок. А внутри вам предстоит вот такая вот замечательная картина. Все обшито атласом и бархатом. Так что же это такое? Это произведение мастера Паул Мюллер & Ко Золинген. Малькута Верк, вот так будет правильно. Годы, к сожалению, я вам указать не смогу, но те даты, которые всплывают в интернете, это есть известная брошюра 1925 года, где подробно описано это изделие. Ну и, между прочим, практически в каждом источнике указывается, что подобного рода аппараты изготавливались аж вплоть до начала 40-х годов прошлого столетия. Аппарат этот назывался «Безопасная бритва», семидневочка. Малькутто 7 так. То есть вот вместе с этим набором, здесь Дмитрич, добрая душа, всякие лезвия от других бритв поставил. На самом деле здесь стояли 7 лезвий, кованых лезвий, благодаря которым человек мог на каждый день использовать свое, вытаскивать, вставлять его в бритву и бриться. Для того, чтобы эти лезвия поддерживать в должном порядке, здесь вот была и есть вот такая вот ручка. В эту ручку можно было вставлять лезвие. Вставляете лезвие, и, как я понимаю, из описаний в тех документах, которые я успел прочесть, эта ручка использовалась в двух вариантах. Вариант первый, ее можно было использовать для чуть-чуть бритья и для подбривания висков. Ну и, как я понимаю, основной вариант для заточки тех самых лезвий, которые были здесь. То есть вы брали лезвие, вытаскивали. Я сейчас вытаскиваю, вставляю родное лезвие. Вставляли его в этот аппарат и или подбривали височки, или работали на камне, или на ремне, в зависимости от того, что вам требовалось. По завершении работы вы аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности вытаскивали лезвие. Опа, но это не так просто, я вам скажу. Так, здесь оно, наверное, как-то блокировалось все же, да?
Я подозревал, что будет непросто, потому что оно тяжело входило. Но за другое место здесь нигде взяться нельзя, потому что лезвие заточено. Перед тем, как вам это показать, я все отправлял Михаилу в Москву, и он мне все вот эти лезвия заточил, потому что Дмитрий сказал, что он, говорит, не успел. Викторович, там сам посмотришь, что к чему. Ну, я, чтобы вот пока еще руки не дошли, попросил Михаила, вот все эти лезвия были заточены. Так вот, сами лезвия, обратите внимание, как они сделаны, интересно. Сейчас я вам покажу крупным планом. У каждого лезвия, естественно, был свой чехольчик, вы уже обратили внимание. И сделано все это было интересно, что он вставлялся вот сюда, но до конца лезвие не доходило, поэтому режущая кромка всегда оставалась в неприкосновенности. Вот видите, она не доходила до конца, поэтому режущая кромочка оставалась в в безопасном состоянии. С одной стороны, у этого лезвия проточки. Для чего? Я вам покажу. Это требование станка, потому что это родное лезвие от этой малькуты. А с другой стороны, надпись Малькутто Diamond. И еще одна надпись здесь вот наверху. Сокращенные буквы и стак. Ну, это seven stack. Это родное лезвие от этой бритвы. Ну и, наконец, сама бритва. Наконец, сама бритовка. Почему именно она запала мне в голову? Ребята, трудно объяснить. Ну, наверное, тем, что она вот какая-то необычная. Наверное, в первую очередь из-за своей формы, из-за своей формы ручки, головы и всех прочих форм. Здесь в ней есть что-то не как у всех. Ну, ручка, обратите внимание, она как у столового прибора, как у вилки, как у ложки, как у ножа, который мы привыкли с вами держать. Хотя фирма и выпускала, кроме этих безопасных бритв, еще и опасные бритвы. Еще, насколько я понимаю, она и ножи, и столовые приборы выпускала. И, по-моему, лосьоны после бритья она тоже ими занималась. Но, тем не менее, вот такую ручку встретишь нечасто. Хотя такие же бритвы выпускались и с круглыми ручками. Да, были и такие. И надпись, обратите внимание, здесь та же самая Малькутто. Так вы точно ничего не увидите. Давайте я, наверное, вот так покажу. DRP здесь. Малькутто. Это надпись. И еще вот, что у нас есть. Малькутто патент. Так вот, необычность этой бритвы, посмотрите, она просто завораживает, просто впечатляет. Кажется, что-то как-то вообще, как этим бриться, как за что тут брать. Ну, ребята, оказывается, все легко и просто. Во-первых, нажимая вот этот зажим, который подпружиненный, и пружина, посмотрите, как изящно спрятана, она вон там вот глубоко внутри, вон она. Вы вставляете сюда лезвие, оно ложится, помните, там просечки, вот в эти направляющие, ой, прошу прощения, помните, там были просечки, вот в эти вот направляющие. После того, как вы совместили, вы отпускаете, и лезвие у вас зажимается. В дальнейшем вот этими двумя винтами вы вставляете лезвие так, как вы считаете будет хорошо для вас. Этим мы займемся чуть позже. Впереди, посмотрите, какие как бы под open comp зубчики, но на самом деле не зубчики, а пропилы. Сбоку, если посмотреть, само изящество. Да, внутри не совсем удобно было бы это чистить как-то там, ну, ребята, такую красоту, я думаю, расстараешься уже, господи, там найдешь зубную палочку или еще что-то, чтобы это все внутри как-то вытащить. Вот пружинка, которую с этой стороны видно еще лучше. Вот, собственно, это-то и зацепило. Ну и как вставляется лезвие. Окончательно сейчас вставлять, вот обратите внимание, педантичные немцы, в эту сторону не вытащите, потому что заглушка идет, вытаскиваете только в эту. Выемка под палец, чтобы до конца додавить, и здесь выемка, чтобы лучше взять ваше лезвие. И спокойно его уже вытаскиваете, потом берете вот этими вот направляйками вниз, отжимаете, укладываете лезвие, и вот у вас практически готовая бритва. Но прежде чем она будет совсем готова, отпускаем фиксаторы здесь и выставляем бритву так, как мы хотим. Что же мы можем сделать? Давайте попробуем найти крайнее значение.
Вот если совсем винт закрутить, так, здесь он до конца. Вот, это тот абсолютный максимум, который бритва себе может позволить. Посмотрите, вот это вот самое агрессивное ее положение. Обратите внимание, как край лезвия выходит вот на гарду. Ну и если вы хотите, конечно, помягче, тогда вы откручиваете эти винтики. Но я думаю, если их убрать совсем, наверное, это и будет то самое минимальное положение для мягкости, которое эта бритва может вам позволить. В этом случае винты не фиксируют спинку вовсе, а будут фиксировать именно вот этими вот местами. Отжимаем, доводим бритву до конца и посмотрите, что вы получаете. То есть она, получается, спрячется совсем и в этом положении. Но я думаю, если вы и сможете бриться, то вам будет это чрезвычайно затруднительно, потому что, смотрите, здесь как бы так впадинка небольшая. Отсюда следует вывод, что так бриться будет непросто. И давайте попытаемся найти для себя какую-то золотую середину. Не знаю, как это будет впоследствии, поэтому я так вот чуть-чуть визуально сам для себя постараюсь как-то подогнать. Ну вот, посмотрите. Наверное, вот на этом. Давайте попробуем остановиться. Чтобы на этом остановиться и бритва не уходила, мы используем фиксирующие винты. Опять же, после того, как вы найдете свое положение, которое вас устраивает полностью, я думаю, что вот вся вот эта настройка для вас прекратится, потому что вы уже будете знать, как вам хорошо, и будете просто в следующий раз вставлять. Если же вас что-то не устраивает, опять играете с этими винтами и выставляете. Сейчас же я это лезвие сниму, потому что прежде чем его сюда поставить, мы его прогоним. Мы его прогоним вот на этой замечательной машине. Опять же, благодаря Андрею Левченко, про которого я уже говорил, наверное, еще буду говорить, потому что у парня на самом деле и дар к старинным историям, собирать историю про бритвы. Ну, плюс у него еще руки растут правильно, и он может делать изделия, нужные нам в бритье, из кожи. Так вот, у Андрея я приобрел два ремня. Один постированный, это, как я понимаю, ну, скажем так, это вот вы бреетесь, у вас лезвие уже очень сильно подустало, и вы хотите его взбодрить. Но только в этом случае стоит прибегать к этому ремню. А если же у вас случай, как подобный вот у меня сейчас, у вас лезвие только что заточено, будь это опаска, было бы, конечно, здорово, если бы у вас был матерчатый ремень. Но так как у нас именно для этой машинки его нет, мы будем использовать просто чистый ремень. Чистый ремень и специально обработанный, специально пропитанный по андреевской технологии. Вот сейчас мы его с вами в эту машинку и зарядим. Вначале мы с вами ставим ремень. Что-то у меня какое-то такое, знаете, подозрение, что мы с вами его хрен ставим, потому что я замерил вот это вот расстояние, и здесь он проходит хорошо, но я не учел, что рабочее расстояние, которое в реальности использует ремень, я вам покажу. Надо было мерить вот это. А вот на это у меня тяма, к сожалению, не хватило. А сюда, посмотрите, сюда вон 2 миллиметра нужно убирать. И 2 миллиметра здесь, к сожалению, никак. Так, а может все-таки вставлю? Ну да, хлопцы, терпение и труд все перетрут. Вставил. И, конечно же, это туговато. Но, тем не менее, это ходит. После этого, как мы ставили с вами ремень, самое время подумать о лезвии. Все. После того, как вы выставили строго посередине, вы вполне себе можете это лезвие направить, чем мы с вами чуточку позже и займемся, когда я останусь за стола. Ну, в общем и целом, это выглядит, вы уже знаете как. То есть, лучше покажу, чем 100 раз расскажу. Все, пошли поправим. Да нет. Я понимаю, почему у меня вызвала первая ставка затруднения, потому что по ширине, вот смотрите, это
ремень от Дмитрича. Он один в один. Но вся беда в том, что этот толще, а этот тоньше. Вот с этим-то, наверное, и были затыки. Но опять же, видите, ставить удалось. И я думаю, что сейчас он отработает нормально, хорошо. Давайте прогоним. Кто забыл, напоминаю, тут ничего сложного нет. Ведете в одну сторону, потом перекидываете и ведете в другую. И так несколько раз. Но вот так не тупите, как я сейчас сделал, потому что я подвел слишком сильно. И когда лезвие перекидывается, оно задело вот эту вот кожаную. Ну, и за счет толщины туговато, но я уже чувствую, что разрабатывается. Хотя и не просто. Почему-то неровно лежит, да? Хотя ставил вроде бы ровно. Ну вот, уже полегче пошло. Разработается. После того, как закончили, как Дмитрич говорил, надо вывести в вертикальное положение. После этого аккуратненько снимаем лезвие. И только после этого заканчиваем. Ну а теперь наша бритовка готова принять. Ну все, после того, как поправили, теперь мы готовы ставить наше лезвие. Доводим до тех упоров, которые мы с вами предварительно уже установили. И отпускаем зажим. Все, он держит достаточно нормально, хорошо. Вот такая красота у нас с вами получается. Смотрите. Если что-то в бритье будет не устраивать, мы с вами подрегулируем. А следующее у нас мыло и лосьон. Накануне, где-то, наверное, может, 2-3 дня Василий пришел, приносит вот эти вот баночки, скляночки, говорит, смотри, вот ТДС прислали, говорит, попробуй. Ну и, конечно же, я попробовал по запаху, мне стало интересно. Вот именно поэтому я сегодня хочу это попробовать уже в работе, ну и рассказать вам, что же попробовать. Баловство. Баловство, наверное, будет другим разом, объясню почему. Потому что здесь два можжевельника. Баловство убрали в сторону, а у нас остался вечно зеленый можжевельник и вечно зеленый можжевельник. Два вечно зеленых можжевельника, но это ли не повод соединить их в одном обзоре. Так, давайте с мыла начнем. По мылу интересный запах, разберем его более подробно уже в процессе работы. Сейчас же могу сказать, что что-то здесь банное, конечно же, есть. Но у меня есть вопрос по мылу, потому что такого я раньше не встречал. Когда я его решил пальчиком потыкать, ну, согласитесь, мы когда покупаем новое мыло, там что-то вот оно в руки попадает, мы обычно тыкаем пальчиком. Так вот, ребята, здесь я вот, когда тыкал, я дотыкал до того, что я в недоумении, потому что какое-то оно комковатое. Я не знаю, видите вы, не видите, давай еще раз покрупче не сделаю. Структура неоднородная. В чем она заключается? Есть твердые, несомненно твердые комочки, но они соединены чем-то таким мягоньким. И вот я то в желюшку попаду, то в твердый, то в желюшку, то в твердый. Что это такие, с чем это едят, я не знаю. Но вот такая вот структура, мне честно сказать, ну вот этот вот мягкий, вот он просто мягкий, а вот он твердый. Она меня, честно сказать, удивляет. Ну, посмотрим, чем это закончится, лишь бы было все хорошо. А так вообще, ну, мыло, конечно же, молодцы. Мало того, что ТДС какую-то новую формулу замутили, формула 4.02 с мягким пилированием. Блин, да еще и пилирование здесь будет, а я к этому не готов. У меня для пилирования вообще ничего нету. Ну ладно, посмотрим. И густая пена, и рекомендуется длительный набор, и мыло, и помазок, и большим количеством воды. Короче, будем купать его в водичке. Вот такую красоту мы с вами попробуем. Ну а лосьон,
Если у вас мыло можжевельник, да еще и лосьон можжевельник, ну как, надо, вот даже если бы не было этого, вот одно вот это убивает, обжигает мягонько, мягонько, подкупает меня это, ребята, прям вот не знаю, что с этим сделать, вот я вот прям таю весь вот от всего этого, мягонько, ну посмотрим как мягонько, бутылка стандартная. Здесь ничего такого, все по старому, все по старой схеме. Только, насколько я понимаю, содержимое новое 100 мл. Вот эти штуки нам сегодня будут помогать. Помазок, как я вам обещал, сегодня будет Black Badger 24 мм. Посадил я его вот на такую нашу экспериментальную ручку, пластиковую. То ли это полиуретан, то ли полистирол, я уж не знаю, что это такое. Ну, короче, какой-то полимер на производстве был. И я говорю, хлопцы, там можете смотреть? Он говорит, с какого у тебя цвета? У нас есть белый, черный, желтый. Я говорю, желтый давай, нравится мне желтый. Но они мне всех 3 цветов сделали, включая зеленый, по-моему, там еще был. Ну, вот желтенький я выбрал именно для этого. Почему этот? Ребята, он выступает в неблагодарной категории, потому что это категория обделенная, но в то же самое время она наиболее востребована. Это самые-самые-самые недорогие барсуки. И ввиду того, что многим хочется попробовать хороших барсуков, а хорошие барсуки стоят дорого, а вот эти самые недорогие, они как-то более доступны, и очень много народу ведется на это и покупает. И очень часто остаются разочарованы. Чем же? Да тем, что многие фирмы, делая вот эти вот недорогие барсуки, да, действительно, они их продают недорого, но при всем и качество у них не блещет. И очень часто со мной было так, что я нарвался вот на такой помазок и по итогу оказалось, что это или сопля, тряпка, мочало, которая никакой радости совершенно не приносит, или это достаточно жесткий помазок с повышенным эффектом пальпации, не пальпация, вот это вот, как его, эпиляция, иглоукалывание, как вот это вот назвать-то. Да, действительно, разок в неделю, разок в месяц, раз в полгода себе по физии пройти вот такой штукой, конечно же, можно. Но если ты будешь это делать каждый день, многие, в том числе и ты сам, могут заподозрить тебя в садомадо, потому что, ну, как бы, это ненормально, тыкать себя вот этими вот острыми штуками. А этот подлец какой-то интересный. У него есть чем потыкать, но оно не такое острое, как на большинстве. Именно поэтому мне стало интересно, как же он будет в деле. Авансов пока раздавать не буду, потому что он козе авансов накидал, она скозлила, ну, коза скозила, наверное. Ну и, короче, посмотрим. Но почему-то мне кажется, что в этом случае должно быть все хорошо. И да, как у нас уже водится, если кому-то будет интересно это попробовать кроме меня и посмотреть, совпадут ли наши впечатления, ребята, напишите в комментариях. Мы тут уже с Кириллом накануне отработали схему, он помазок за него первый откликнулся, что-то там в магазине у нас прикупил и сказал, там вот Викторович мне помазок обещал. И я отослал пацанам в офис, они этот помазок добавили в его покупку, и помазок поедет к нему. По этой же схеме можем отработать вот это вот все. То есть в этом обзоре, если кому-то это будет интересно, ребята, скажите, с удовольствием отправлю этот помазок вам. Вот. Ну и напомню, что у нас еще осталось. У нас остался, господи, как тебя, вот Финес вот на этот насмотрелся и что-то сразу переклинило. У нас остался барсук ВТ. Интересно, что они за этим зашифровали? Ну, то, что он двухполосный, понятно, а ВТ. Ребята, кто знает, что такое может значить ВТ? Скажите, пожалуйста, я что-то сразу так что-то и не соображу. Плюс SHD, White Horse's Hair. SHD это обозначает повышенную набивку. Тут как раз я вот в курсе, а вот ВТ что-то меня прям за это удручило. И еще у нас остался кабанчик, такой достаточно упругой. И еще осталась просто лошадка, без всякой повышенной набивки. Вот эти вот 4 помазка. Но это все потом. А сегодня вот это. А вы его крупным планом не увидели, а давайте покажу. Вот такой. Что-то в нем есть. Не знаю, то ли он из-за ручки так заиграл, то ли... Ну вот в узле действительно, ребята, что-то он необычный. Уж в любом случае это не германские дела. Помните HGM у Мюля? Там как берешь, так вот плачешь. Ну, здесь, я думаю, будем не плакать, смеяться. Но опять же, посмотрим. Все, пошли бриться.
Так, бритовку мы с вами зарядили, начнем, пожалуй. А давайте, знаете что, подстрахуюсь и сделаем, наверное, помягче. Я чуть-чуть тут откручу. И здесь, наверное, тоже откручу. Ну, погрубее это мы с вами всегда успеем сделать, правильно? Так. Вот так, наверное, будет более-менее ровно. Давайте себя проверим. Опа. Ну вот, смотрите, как она у нас поднялась повыше. И сейчас получается, когда мы будем вести, у нас тут зазора практически никакого нет, а тот гап, посмотрите, какой он есть. Да, он все же в наличии. Я не знаю, видите, не видите. Вот так точно должны видеть. Ну, это вот прям, это должна быть, знаете, кошачья лапка. Посмотрим, если вдруг что, мы с вами подкрутим, и будет у нас счастье. Мыло. Вот видите, о чем я вам говорил? Вот здесь вот такое впечатление, что это зефирные какие-то вот такие профитроли там спрятаны и перелопачены со всем вместе. Насколько это так, не так, я не знаю. Но предлагаю проверить, и давайте сделаем это самым простым и радикальным способом. Мы этим мылом побреемся. Будем его мочить. Так. Да-да, мочить. Вот так вот сюда маленечко водички нальем. Вот так вот. Пускай оно вот так чуть-чуть покушает. А помазок мы с вами пока уберем в сторону. Так. Видите? Так. Что-то там уже выскочило. Так. Ну, наверное, самое время делать пришеев и в путь. Так, стоять, Маруська. Здесь у нас водичка уже готова. Как только мыло коснулось воды, тут сразу же какие-то, знаете, такие перетрубации получается, что помещение начинает пахнуть. Это, знаете, как прелая хвоя. Вот вы случайно идете, да, по сосновому бору или еловому бору, ногой цепанули на 5 сантиметров вглубь. И вот если понюхать, примерно вот такой запах. Ну, можжевельник. Начнем с того, что можжевельник я люблю. Он мне нравится. Можжевельник, да частенько нами с вами используется там, вот мясо вяленое, да, что можжевельником вообще только в путь. Барбарис это несколько другая история, но вот если можжевельник добавлять, допустим, я вот иногда сало засаливаю, то что-нибудь хочется такое, знаете, прям с изюминкой, да, могу вполне себе добавить, хоть это и не принято. Можжевельник это не та ягода, не та специя, которую добавляют такие вещи. В основном это, конечно, мясо. Так, ну и что, и, наверное, на компресс, пошли на компресс. Да, сейчас и замочим, а потом уже наберем и в путь. Хочу, чтобы после компресса сразу наносить, а для этого, наверное, с вами загрузим вначале помазок. Влагу с лишним мы с него стряхнули, хотя да, мыло любит влагу. Или сейчас ему сразу влаги дать, пускай оно запьется этой влагой, давайте. Вот так вот сразу, смотрите, от вольного, на, ешь, просишь влагу, да, кушай. И вот так мы ее сейчас все сбаламутим. Но это я что-то прям вообще дофига дал. Но оно и отвечает сторицей. Ух, пен образований как поперто. Так, там тоже видно хорошо. Но что-то это, быстро как-то, да? Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. О, пошла руда. Так пусть же красная вздымает властно сушек мозолистой рукой. И все мы... Блин, смотрите, что с помазком. Он как опух. И все должны мы... Блин, забыл уже, неопровержимо или как там? Да-да-да-да, в бой. Помню, что в бой, короче, пиздить надо. Я сматерился, больше не буду, нет.
Так, ну все, вот теперь компресс. Так, а ты стоять. Ой, хорошо. Хорошо и сыкотно. Сыкотно хорошо. А что сыкотно-то, Вадим Викторович? А я скажу, я молчать не стану. Ребят, этот инструмент кардинально отличается от всего того, что я пробовал раньше. Он внешне по расположению РК относительно гарды, ну совсем от слова вообще по-другому. Как это скажется на бритье? В какую сторону? Я хз, сейчас будем разбираться. Ну, вот смотрите, что. Тут уже просто пипец, что какая это сливка, уже сгущенная. Это получается те пол-литра воды, ну не пол-литра, ну прилично. Мы сюда бузанули, и вот оно уже, смотрите, перелопатилось и уже усы распускает во все стороны. Да неприличие. Ну прям вообще. Мама наша, 84 года, которая в такой непонятной для нее ситуации, или ее любимое слово. Ну вообще, что вообще? Я у нее как-то спросил, говорю, мам, так это вы по-украински или по-татарски? Говорит, она не слышит. Короче, так я и не добился ответа, но слово понравилось. Прилепилось, теперь это слово паразит вообще. Так, ну, друзья мои, смотрите, тут уже как бы уже вообще, поэтому пошли на лицо. Так, вот это вот возьмем сейчас. Ой-ой-ой. О, да ладно. Типа заявка, что ли? Так, а давай еще возьмем. Помазок. Объем охренительный. Колкость, да, присутствует, но в меньшей степени, нежели в других его собратьях и в других контор и компаний. Набитость нравится. Несмотря на то, что он мягонький, и колкость чуть-чуть, но есть, но набитость, блин, она объем создает. И типа он мне на язык, но как бы, ну не дай бог, конечно, по-моему, какая-то там стадия сифилиса или что там, ну не суть, не об этом видео, даже мешочек здесь как-то там, что-то там проявляется, удивлен. Ну вот это, если он до конца так продержится, ну, ребят, ну охренеть. Пока нравится. Не прилагая каких-либо особых усилий, просто выполняя просьбы производителя, ребята, дайте этому мылу воды и погладьте его, он замурчит. Воды дали, погладили. Ну все, получите, распишитесь. Ну а теперь что? Теперь греем бритву и посмотрим, что мы тут нарегулировали. Так, ну, с Богом. Первая мысль была, ты бреешь вообще? Бреет. Ну, как-то это... Ну, я не привык к таким ласкам. Так, ребят, стопы. Делаем на 20 секунд перерыв, дабы... Я сейчас понимаю, что нужно сделать две вещи. Первое и самое важное. Это я его сделаю более агрессивным, потому что то, что он сейчас показывает, совершенно неприлично. Да, я понимаю, что Михаил хороший заточник, я всех к нему отправляю в Москву, потому что человек знает свое дело, и он, ну, молодец. Точит не на одних камнях, там, на разных, там, просто объясните, что вам надо, он там подберет, найдет ситуацию. Поэтому к лезвию вопросов нет. Но я на самом деле не ощущаю, как он бреет. Поэтому я хочу агрессию увеличить. Так. Когда у вас все вокруг мыльное, это несколько затруднительно. Но, тем не менее, возможно. Вот считаю, что вот так вот будет хорошо. Видите, да? Поэтому продолжим. Так, сейчас. Ну, промывать тут вообще ничего не надо. Тут просто взял и... А, еще вторая вещь. Воды. Мыло прямо кричит. Дай воды.
дай водички напыться. Оно тут уже в гипс превращается. Иванов, ты не охренел или сейчас еще и в очках будешь бриться, что ли? Так, ну ладно, давайте попробуем, может в очках получится. Чтобы 2 раза с дивана не вставать. Нет, все-таки очки это зло. Мамино слово тянет сказать. Промывается так интересно, вот смотрите. Вот здесь вот что-то вот не хочет. Ну, конечно, под краном, под струей воды это было бы все гораздо проще и интересней. Так, дайте-ка я пальца забабашу. Да. Ну это по большей части, вот то, как он сейчас промывается, это вопрос не к прошу прощения, не к бритве, это вопрос больше к мылу. Оно как липкое, как липоватый, вот так вот прилепило, сиди его отлепи с бедного станка. Он уже от него отбрыкивается, отвали от меня, там воды ему, на тебе больше, больше. А оно все вот здесь вот так вот все вот прилипает, вот так вот оно себя ведет. Неприлично совершенно. Ой, как же мне нравится звук свежескошенной щетины по утрам. Ух! И ты весь такой из себя. Ух! Ух! Так. Ой, ой, ребята-то умыло на лице, блин, вагон и маленькая тележка. Ну просто офигеть сколько. Так, ну первый проход прошли. Первое, что я точно теперь уже знаю, это то, что этот станок, да, несомненно, он бреет. Но нужно с ним нарабатывать технику, потому что, ну вы видели, как его приходится держать, да? А ты попробуй в труднодоступных вот тут как-то доберись, ну... Вот, брат, наука. Так, долго ли, коротко ли добрались мы и до второго прохода. Теперь, а вы знаете, я, наверное, все-таки влаги компрессом добавлю. Хорошо, хорошо. Хорошо в Сибири летом. Или в деревне, где там летом. Ребята, вы посмотрите, что это мыло вытворяет. А какой помазок! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете сейчас на что похоже? Порой время от времени можно всякие штуки такие вот интересные встретить, которые сделаны из дерева и
их или по спине, или по ногам, там, или кто где, кто где достанет, катает, чтобы там что-то там размять, что-то там сделать, да? Ну вот это вот такой вот это слово, акупунктурный массаж, ага. Так вот, той же самой хрени он сейчас для лица мне занимается и делает, и я удивлен, удивлен. Покалывание. Да, есть, сведено к минимуму, но все-таки присутствие обозначает и делает весьма это так элегантно. Ну типа да, я здесь есть, но я шибко-то для тебя не буду стараться. Если хочешь что-нибудь там, чтобы было посильнее, ну там дешманский возьми, а я такой, я себя уважаю, я так делать не буду. Ух, удивлен. Так, ну и как бы нам сейчас изобразить-то? Знаете, я себя сейчас на мысли поймал. Я шкрябаю себя по морде лица, и мне приятно. Реально приятно. Разве такое может быть? На первом проходе этого не было, а на втором я чувствую, как мне приятно. Вот ты как вот у тебя, знаешь, что-то такое вот мешает, и ты вот наконец его берешь, разминаешь, и тебе по кайфу. Как занозу вытащил. Что за фигня такая? Да. Не ожидал. Ну вот сейчас вот по-хорошему можно даже помазок не брать, а вот просто вот воды и на лицо. Вот тут его очень много. Но все-таки я не откажу себе удовольствия еще раз намазаться этой фигней, которая меня с панталыку сбила совершенно. Я не могу понять. Руками уже не чувствую, а грохот такой, как будто там вот столько щетины. Как так? Это, наверное, слишком мягко сделал, да? Может быть, может быть. Да ты чё гремишь, у меня тут уже нет ничего.
ребят. Но реально. Ну давай еще раз вот так вот сделаем. Все, все. Компресс и автошейф. Хорошо. Парни, скажите мне, пожалуйста, какие у вас ощущения, когда вы получаете от удовольствия с работы инструмента, которому за 100 лет и больше, да хотя бы за 50 лет. Я резко положительный. Начиная от тех, что люди умели делать, и заканчивая тем, что я офигею. Просто. Это то, что сегодня произошло, я не ожидал совершенно. Я думал, у меня будет больше мороки, я думал, у меня будет больше заморочек. Там, ну не то чтобы руки-крюки, хотя не без этого, конечно. Но я думал, что-то там надо с бубном что-нибудь будет исполнить, там, типа, никаких бубнов. Единственная заморока, которую я испытывал с этим инструментом, это привычка, которую нужно наработать с изного, чтобы иметь возможность в труднодоступных местах добраться. Вот это все, да. А все остальное, нема проблема. Так, ну и давайте, что у нас тут можжевельник говорит, возьмем. Стоп, я уже попадался на удочку ТДСов. Они, блин, за натуральную линейку взялись, и там пока не подречешь, не потрясешь, нет, лучше не брать, поэтому лучше сразу так сболтать. И что у нас получается? Вот что у нас. Мутное такое красивое молочко, все как я люблю. Нету мягонько. Ну, сильно мягонько. Но тут трудно сказать после такого бритья, что, возможно, там и поорать тоже хорошо. Но вот сейчас, ввиду того, что побрился так именно, как побрился, тут на самом деле мягонько. Ой, мама дорогая. Вот мыло бы так пахло, а? Но к этому еще вернемся. А лосьон пахнет, я вам скажу. Забегая вперед, хочу сказать, что запах у мыла, можжевельник у ТДСов, там парфюмер, то ли он пробухал этот день, то ли забил, ну, короче, он здесь отыгрался. В лосьоне запах 2, 3, 4, 5 риждемерный, он такой объемный, он такой объем, такую картинку рисует, это прям ух! Здесь и кора, здесь и древесная какая-то стружка, здесь и нагретая на солнце смола, здесь и вот коричневое, янтарное что-то такое стоит, просто знаете, как вот так вот и просто чарует. Ух! Никакой вычурности, никакой химозности, просто природное. И вот, ну, как ты назовешь запах, который ты вот в городе не получишь, в деревне и то не получишь. Ты его можешь получить только тогда, когда заберешься в тайгу, там за 200, 300, 500 километров от населенного пункта, и вот там этот запах. Города в ближайших 700 километрах нет. От слова совсем. Если вы думаете, что вы от города отъехали за 150-200 километров и получили чистый воздух, не ждите, ребята, не будет этого. Роза ветров, особенно если под нее попадете, там такого можете хапнуть, что мама не горюй. Дальше нужно забираться, и вот только там вы можете такой запах найти. И то не всегда. Чаще всего такой запах бывает после дождя. Когда вот эта вот вся, ну, отработанное в природе, оно с листьев встряхивается, и листья, как бы вдыхая полной грудью, вот знаете, вот так вот, и вот кора на деревьях аж даже, ты видишь, как она дышит, шевелится, и вот этот воздух, она вот эти амбре, вот эти ароматы она излучает, и ты этим дышишь. Ты просто стоишь, и ты в шоке. Ты просто
кайфуешь от наслаждения, ты не хочешь останавливаться. Ты просто готов это есть ложками, вот так вот напихивать себя, там, натрамбовывать на будущее, просто чтобы у тебя побольше этого было. Вот такие ароматы можно там встретить. Нечто подобное здесь есть. Ой, как это интересно. Ну, раз уж заговорили запахи, смотрите. Можжевельник, мыло. Тривиально банный вариант по сравнению с лосьоном. Не будь лосьона, я бы этого не заметил сейчас. Вот на разности, на контрасте это видно и это очевидно. Здесь вот этот аромат опустил этот до тривиального банного. Я не говорю, что он плохой. Ну, кому-то и такие тоже нравятся. Нормальный такой, ну, банный вариант. Вот можно так сказать. Здесь нет ни объема, ни красоты, ни филигранности, ни искр от лучиков солнца. Здесь вот просто запах. Ну вот, ну отшибись. Вот я бы так сказал. Но здесь это совсем другое. Это как кусочек янтаря, который вы в солнечную погоду увидели за 300-500 метров, потому что лучик на него попал, и он прямо в глаз прилетел. Вот так он играет всеми гранями. Это как вот... Вы понимаете, вот кто-то был на Байкале, ты смотришь, когда вот в чистой воде, которая идет там на 3, 5, 10, 15 метров, сколько ты видишь, и ты видишь вот те камни, которые переливаются под их водой, и ты просто офигеваешь такой красоты, ты просто обалдеваешь. Вот этот лосьон, это он. Но все кардинально меняется, как ты, купившись на эту красоту, которую ты видишь под водной гладью Байкала, ты берешь один из камней, который тебе понравился больше всех, вытаскиваешь, смотришь на него, он все еще красивый, но проходит совсем немного времени, он высыхает, и он становится обычным камнем. Да, красным, да, синим, да, зеленым, какой ты там вытащил, но уже просто камнем. И та красота, те краски, те яркости, которые он пускал из-под воды и тебя заманил тем самым, они просто исчезают, растворяются, их нет. Вот это под водой, вот это без воды. Вот это я хотел сказать. Почти высох, остается уже совсем маленечко. Удивил в первую очередь запахом. Если еще и свойства не подкачают, если еще и сохнуть будет быстро и не будет никакой липкости, для меня от ТДСов это будет number one. Стопудово. И ни капли не жалею, что я предложил вот это вот на розыгрыш, уйдет. И тот человек, которому он понравится, он будет трижды мне спасибо говорить, потому что на самом деле это обалденная, шикарная штука. Какая жалость, что в мыле этого запаха нет. У мыла есть другое, но запаха такого нет. А это... пипец. Сам бы не почувствовал, в жизнь бы не поверил, что наши такое могут делать. Офигеть. Просто офигеть. Хлопцы, у кого есть 400 рублей лишних, или сколько он там стоит, я еще не знаю, не видел, ни капли не пожалеете. Офигительная штука. Офигительная. Просто обалденно. Обалденно. Но вот пока еще не до конца прошла липкость. Посмотрим. Может, я сильно тряс. Лишнего что-нибудь там стряхнул. Раз уж заговорили о мыло тоже удивило, но по большей части своими бритвенными особенностями. За запах я уже сказал, он не кокосовый. Ну, то есть, как? Ну, неправильно сказал. Вот ты когда ждешь чего-то, да? Вот есть у тебя, допустим, Мерседес. Ты когда дверь открываешь, ты не рассчитываешь, что там сиденье будет из сукна или из дермантина. Ты рассчитываешь, что там будет кожаное сиденье. И вот ты представляешь, что у тебя Мерс, да, ты подходишь, дверь открываешь, а там из кожи молодого дермантина, и причем не самого лучшего качества. Ну ты, блин, это что? Это как? Это почему? Такого не бывает, такого не должно быть. Обманули! Вот примерно такое ты будешь испытывать. И я тебя понимаю, потому что ты будешь прав. Это все равно, что ты дверь в Бентли открыл, а там деревянная табуретка. Ты скажешь, ну это вообще, это беспредел. Ну-ка, что за фигня? Так, кто мне продал этого тушканчика? И здесь примерно то же самое. Ты когда бреешься такого класса мылом, ты ждешь, что и там, ну да, можжевельник, так ты и ждешь этот можжевельник. Я его не нашел, ребята. Это тривиально то маслице, которое можно пойти купить где-то там, потом разбавить водички, поливать на камни. Ну и что-то там услышишь, да, что-то будет.
Вот с этим ничего общего совершенно. Это алмаз, это бриллиант обработанный, а это вот расстроили, просто расстроили. Но если абстрагироваться от запаха, говорить за все остальное, так это просто бомба, что я вам скажу. Я охренел от этого мыла. С ним надо быть очень-очень-очень аккуратным, потому что оно дает больше, чем ты просишь. Ты просишь на понюшку, а он тебе кисет отсыпет. И ты не будешь знать, куда ломиться с этим, потому что его реально больше. Смыть это мыло непросто. Первый раз в бритвенных делах встречаюсь с мылом, которое так тебе комплементарно, что оно и на лице держится. Видели, да, там проводишь, а там и его еще всего дофига. То есть какое нахрен поле скольжения? Для этого мыла такого слова просто не существует. Ты его на лицо нанес, все. Скольжение будет до тех самых пор, пока ты его водой не снимешь. Там неважно, сколько ты там подходов делаешь, оно уже есть, оно там. И оно будет, пока ты не помоешься окончательно. И неважно, провел ты кисточкой или не провел, оно уже там есть. Вот так вот. Ну, пенообразование, но оно картину красивую показало. Ну, там реально сливки были, вы видели, да? Они еще полужидкие такие, но усы-то уже какие пускали. Ну, то есть там стояк бодрый был, молодцы. У этого мыла по бритвенным показателям, ну, я такого не встречал еще. Но это не средний уровень, это классом выше. Если это будут продавать за 400-500 рублей, там за 600 рублей, ну вот скажем так, если бы это было где-то 1300-1500, и вот я бы не удивился. Я бы это воспринял, ну, адекватно. Я бы понял, ну да, дорогой продукт, он соответствует. Но если это дешевле, ну тогда снимаю шляпу. Тогда снимаю шляпу. ТДС удивили. Вот эта ваша формула 402, ребята, это да. Она удивляет с самого начала. Суфле, вспомнил я это слово. У меня любимое мороженое любит, и время от времени я ее балую, покупаю пачку. Я говорю, какое солнышко взять? Она говорит, ну вот то с суфлюшками. Понял я это. Там мороженое, а посередине суфлюшек этих белых вот этих, это суфле у них называется. И вот мороженое посередине суфле. Так и здесь вот то же самое. Вот эти вот тыкаешь, оно как суфле там. Мыло же должно быть, а вот суфле. Вот такое, брат, суфле. Мыло однозначно 5. 5 все же поставлю, потому что если бы был запах шикарный, я бы поставил балл, было бы 6, а так запаха нет, и я балл убрал, осталось 5. Но вот если еще с запахом здесь заморочиться, это будет вынос башки. Самый натуральный. Это офигительная штука, просто офигительная. Какая жалость, что с запахом не подкачали. Но, ребята, не все так печально. Это все достаточно имхово, и это все субъективно, потому что это мое личное мнение. Вот я к этому так отношусь. Кому-то из вас вполне себе вероятно, что запах этот понравится. А кому-то наоборот, вот этот запах не поймет. Как вот от меня вот с него таращит, вот плющит. Вот как только он, вот этот отдам, раз обещал. Если бы вот знал бы заранее, хер бы отдал, себе бы оставил. Но раз уж обещал, отдам, как только появится, возьму себе такой баллон, никому не отдам. Это тема. Ну а тут с запахом отдохнули, не доработали. Само мыло просто, ну даже больше, чем 5, наверное. Потому что, ну, я сейчас вспоминаю, вот, какие такие там Варисина, Волфет, ну хорошие, но я бы не сказал, что лучше этого. Да, сейчас тапки полетят. Да ты чё, да ты как посмел, да на таких. Ну, ребят, ну, вы не посмели, я посмел. Ну, это мое сравнение. Как хочу, так и сравниваю. То есть, ну, на уровне. Молодцы, молодцы ТДС. С запахом поработайте, цены вам не будет. А вот сейчас вот пока просто пятак, Так, помаз души моей. Однозначно, все непременно. Прям вот с таким вот желанием я его пропускаю. И при первой возможности мы будем их брать и будем делать такие помазки, потому что людям радость принесут. Чем же? Насколько я понимаю, это Black Badger повышенной набивки, потому что тот объем, который во время бритья он создает, он не оставляет равнодушным. Все те предыдущие товарищи, которыми я пользовался, я не знаю из-за чего. Ну, может быть из-за стыдливости, может быть там, что и так сойдет, хрен его знает. Но вот все черные барсуки, которые у меня были, они не страдали повышенной набитостью, они были просто, ну, обычные набивки. Ну, ты им работал, ну и работал.
Самое печальное, вот то, что я видел, это, конечно, HGM, или как их там называют, вот эта лимитная версия у Мюля. Там, конечно, грустнее всего было. Но жиденький он был, ребят, жиденький. Да еще и волосы терял. Ну, короче, не самое, не самое. Да и остальные лучше-то не намного были. Но это просто охренеть. Вот это просто охренеть. Я таких не встречал. Я не думаю, что тут обошлось одной набивкой лишь. Что вот там добавили там 50% и стал он тут вот такой. Здесь есть что-то еще, потому что тот волос, который здесь есть, он не колется так самоотверженно и беззастенчиво, как те предыдущие. Потому что те помазки, которые ты берешь, он тебе реально вот как вилкой тебя тычут. Вот так вот он работает. Ну, несомненно, это может понравиться раз в неделю, раз в месяц. Ну, чтобы, знаете, для острых ощущений, чтобы взбодриться, чтобы там понимать, что на каком-то свете. А здесь же вот раздели то на 4, вот так он, да, колется, но легонца. Интеллигентно, не застенчиво. Так вот, знаете, вот так, как тырц тебя так вот чуть-чуть. И ты, а, что это? А, все. А ручки-то вот они. То есть вот как-то вот так вот. Прям удивился. Этот помазок мне понравился в работе полностью. На 5. Просто на 5. Пену он сбивает. А какой он объем такой, знаете, вот мышца сокращается, когда, ну, когда ты так тынц, ну ладно, когда ты делаешь тынц, она у тебя, и здесь то же самое. Ты ему пену показал, он ее напитал, сразу, такой, как вот, напитался сразу такой, чувствуешь, вот, и он пеной брызнет. Вот. Удивил, просто удивил. Тот человек, который первый в описании под этим видео его заберет себе, у меня к тебе очень большая просьба. Я его отдаю с одним маленьким условием. Как только ты его получишь и попробуешь там пару-тройку раз побриться, просто отпиши. Просто отпиши в комментариях вот твои ощущения об этом. Под любым видео, пофигу под каким. Вот ближайшее, которое тебе будет, выйди, скажи: Викторович, помнишь, ты мне помазок отсылал черного барсука? Так вот, он такой-то, такой-то. Мне очень это надо для того, чтобы понять, насколько у нас сопоставимы ощущения. Потому что мне этот помазок понравился очень. Так вот, он точно так же, как и все остальные, уйдет кому-то. Ну, если этот уйдет, еще что-то в магазине прикупит, так еще проще будет отправлять. Я просто в ту же самую посылку доброшу, да и все. Ну и на сегодня у нас остался Калькутта, Золинген. Сделанный замечательным мастером Паулом Миллером &Co. Zolingen Melkutta Work Company. Ну, после этого обзора я, конечно же, это лезвие поставлю на строп, еще раз прогоню его маленечко. Но этот станок удивил прям по самое не балуй. Я был в легком ступоре, потому что, ну, сами понимаете, как бриться, да? То есть, ну как, под прямым углом, мы так не приучены. Мы там все время 30 держим, там 25, 35, 40. Ну, кто как держит, тот так и держит, молодец. Там от крышки, от гарды бреетесь. А тут-то практически под 90. Привыкнуть можно. Но первая настройка, которую я там поставил, она была настолько мягкая и деликатна, что прям это было чрезмерно. Ну, я люблю вежливых людей, вежливые бритвы, но не настолько же, поэтому пришлось маленечко так прикрутить. Вот там-то все и пошло. Сейчас я думаю, что нужно было бы еще больше выставить, потому что та работа, которую он мне показал, да, она понравилась. Ну, увидели, я там елозил во все стороны, ни в чем себе не отказывал. Вот вам результат. Кстати, высохло все, нет никакой липкости. Не пропустите, не пропустите, это бомба, просто хорошая штука, обалденная штука. Так вот, прежде чем я продолжу, я хотел бы двум людям сказать огромнейшее спасибо. Дмитрий, дорогой ты мой человек, я понимаю, что у тебя за плечами очень-очень-очень большой багаж, и ты поделился этой бритвой не случайно, потому что она самому тебе нравится. Так вот, наше с тобой отношение к бритвам примерно одинаково. Мне эта бритва понравилась точно так же. Она очень интересна. И вот та ручка, начиная от нее, которая на первый взгляд, кажется, может показаться ручкой там для вилки, для ложки, как она в работе играет, когда ты начинаешь бриться, она как пумс, как будто ее так задумывали. И ты. Вот. Я думаю, круглая здесь играла бы даже хуже, чем такая. Очень интересно. Я зачарован этой бритвой. Мне она очень понравилась, я бы очень хотел ей продолжать бриться, но, к моему великому сожалению, нужно показывать другие тоже. Эта бритва не останется незамеченной, я теперь точно знаю. Если человек захочет себе взять такую бритву, их до сих пор еще можно взять. Я когда гуглил, я видел там
от 150 евро, в зависимости от состояния. То есть, ну, закрытое уже было, то есть в продаже я их не видел, я видел старые закрытые ценники. Правда, там и Деза было много. Один ценник увидел, что 3 или 4 года назад опять батарейка, зараза. Не видно ее нифига. Не знаю, на каком месте прервался, но думаю, что все-таки на бритве. Так вот, если говорить за бритву, она очаровала, покорила и просто в шоке. Я не думаю, что старинный инструмент родом уже, я не знаю, там более чем 100 лет из Западной Германии. Ну, какой Западной? Тогда просто Германии может так брить. Но не в последнюю очередь здесь заслуга, конечно же, Михаила. Михаил заточник из Москвы, и все опаски, которые я отправляю в последнее время на заточку, я отправляю ему. Вы спрашивали за Сергея с Новосибирска, он тоже хороший заточник, и вполне себе кому-то будет подходить его заточка, но я просто сам для себя обнаружил, что заточка Михаила для меня мягче, слегка мягче. Это не значит, это не значит, что Михаил самый лучший, это значит, что его заточка, а все остальные там фу-фу-фу, нет, это значит, что его заточка мне подошла, понимаете? То есть не надо вот в максимализм возводить сразу и какие-то там максимальные оценки раздавать. Просто я нашел своего заточника. Этот заточник Михаил, город Москва. Больше вам скажу. Мало того, что он вот для всех строперов заточил, вот для всех этих брит заточил, даже еще все опаски, которые мы вот в январе следующего года выставим, он тоже заточил. И причем там в 3-4 вариантах. На немцах, на англичанах, там, на японцах. То есть вот это еще будем с вами проверять. Так вот, благодаря тому, что он так это сделал, я смог сегодня точно так же побриться. Я без тени сомнения, все те люди, которые ко мне обращают, Викторович, а вот кто там может у нас бритву заточить, опаску, кто у нас может там еще что-то заточить, я отправляю к нему. Еще ни одного недовольного не было. И под этим видео вы сможете ссылку на его. Ну как ссылку? У него телефон. Хотя что, сейчас вот здесь где-нибудь телефон забабашу, да и все, чтобы люди сразу могли посмотреть. Так вот, Дмитрич, я понимаю, почему тебе понравилась эта бритва. Потому что она элегантна, она воздушна, она как легкомысленная девчонка весной, 16 лет, у которой еще вся жизнь впереди, и для которой 20-летняя это уже глубокие старики, а она об этом даже и не думает, и думать не хочет. Она просто прыгает весной под лучами солнца. Сейчас 16-летие еще прыгает, нет? Может уже и не прыгает, может уже там наточилась на каких-то рассекает. Я фиг его знает. Просто ей хорошо. И она звонко смеется, и глаза у нее блестят. И ты, когда видишь такого человека, такую девчонку, у тебя у самого в душе что-то такое взрывается миллионов разноцветных брызг, и тебе самому становится хорошо и приятно. Вот так работает эта бритва. И это не может не радовать, и это не может не нравиться. Ну а на этом, пожалуй, что и все. Разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. От всей души надеюсь, что последнее видео по бритью в этом году вам понравилось. Теперь мы с вами встретимся не знаю когда. Потому что весь январь, я хочу напомнить, решил посвятить себе. Буду по видео Дмитрича изучать бритвенное дело. Буду учить править опаски. Буду учиться бриться опасками. И буду из слоупока превращаться, ну хотя бы в средней руки человека, который более-менее сносно может этой самой опаской побриться. Ну а потом, если из этого что-то получится, ну конечно буду записывать видео, выкладывать вам. Более того, есть мысль все те видео, которые прислал мне Дмитрич, там на все вот эти бритвенные темы, там и как с ремнями обращаться, как с опасками обращаться, как хваты тренировать, прочее. Все это буду переводить и все это буду показывать. Ну в смысле как переводить, просто перекладывать и показывать вам. Потому что, ну, Дмитрич не хочет, чтобы я его как человека светил, но я его понимаю. То есть у человека своя жизнь, там свои какие-то заботы, чаяния, а тут вот это вот все нафиг ему надо, ему есть чем заняться. То есть вот слово в слово буду передавать и выкладывать, конечно, в соответствующей теме. Ну все, с новым, мать его, 2001 годом. Ура! Все, хлопцы, отмучились, 20-й кончился, 21-й, конечно, будет лучше. Все, пока-пока. До новых встреч в новом году.